Вы когда-нибудь задумывались, сколько всего помнят стены старых домов? Мы проходим мимо них, касаемся их руками, клеим на них новые обои, пытаясь переписать историю набело. Но прошлое никуда не исчезает. Оно прячется в щелях, застывает в звездке, ждет своего часа. Эта история не просто о ремонте, и даже не о дружбе. Она о том, как одна крошечная, спрятанная в стене деталь, о которой вы узнаете совсем скоро, способна перевернуть жизнь взрослого, уверенного в себе мужчины. Маленький предмет, забытый кем-то полвека назад, станет ключом к двери, которую наш герой боялся открывать даже в своих снах. Но пока здесь только пыль, амбиции и запах большой московской стройки. Москва за окном гудела, как растревоженный улей, но здесь, на 5-м этаже монументальной Сталинки на Ленинском проспекте, царила величественная тишина. Этот дом был похож на старого генерала в парадном кителе. Высокие потолки, лепнина, хранящая следы былого величия, и стены толщиной в метр, способные выдержать прямое попадание танкового снаряда. Посреди огромной, пока еще пустой гостиной стояли двое. «Ну что, Андрюха?» — голос Никиты эхом отлетел от голых стен. «Объект — сказка. Тут работа месяца на 4, если по уму. Но заказчик не скупится, материалы топовые. Все, как мы любим». Андрей улыбнулся, проводя ладонью по шероховатой поверхности стены. Ему было 39, но выглядел он так, словно заключил сделку со временем. Ни седины в густых русых волосах, ни лишней тяжести в движениях. Под расстегнутой дорогой спецовкой угадывалась спортивная фигура. Он был из тех мужчин, на которых засматриваются женщины в метро и в ресторанах. Уверенный взгляд и то спокойствие, которое дают только большие деньги, заработанные собственным трудом. «Да, Никит, квартира с характером», — ответил Андрей, оглядывая пространство хозяйским взглядом. «Чувствуешь запах?» «Какой? Пыли?» — хохотнул Никита, разворачивая огромный рулон чертежей на старом подоконнике. «Нет, запах времени. Здесь жили непростые люди. Паркет дубовый, кладка кирпич к кирпичу. Сейчас так не строят. Сейчас лепят коробки из газобетона. А это вечность». Андрей подошел к другу. Они знали друг друга, кажется, целую вечность. Вместе начинали подсобниками, таскали мешки с цементом на 9-й этажи без лифта, вместе учились класть плитку так, что комар носа не подточит. Теперь они были элитой, золотые руки Москвы. За их работу платили не торгуясь, и очередь стояла на полгода вперед. «Значит так», — Никита ткнул карандашом в план. «Эту перегородку сносим к чертям. Расширяем гостиную, объединяем с коридором. Спальню изолируем. Заказчик хочет лофт с элементами классики». «Снести не построить», — кивнул Андрей. «Инструмент подняли?» «Все внизу. Сейчас ребята занесут». «Слушай, Андрюх», — Никита вдруг сменил тон на более мягкий, домашний. «Ты в субботу к нам заедешь? Машка пирог обещала испечь. Дети спрашивали про дядю Андрея. Младший Тёмка вообще твой фанат. Все просит показать, как ты тот фокус с монетой делаешь». Андрей тепло усмехнулся. Никита был его полной противоположностью в личном плане. Крепкий семьянин, 3 детей, дача, собака. Его жизнь была расписана по школьным собраниям и семейным ужинам. У Андрея же была свобода. Своя квартира в центре, отделанная по его собственному дизайну, холодная, стильная, безупречная. Машина, о которой он мечтал. Женщины, их было много. Красивые, умные, разные. Но ни одна не задерживалась дольше, чем того хотел он сам. После развода, который прошел тихо и без битья посуды. Просто мы разные люди, Андрей. Он выстроил свою жизнь как идеальный ремонт. Все ровно, красиво, но немного стерильно. «Заеду, Никит, обязательно заеду», — ответил Андрей, отходя к дальней стене, которую им предстояло сегодня демонтировать. «Только давай сначала с этим монстром разберемся». Он постучал костяшками пальцев по стене. Звук был глухой, плотный. «Странно», — пробормотал Андрей. «Что там?» — Никита не отрывался от чертежей. «По плану это несущая». «Нет, перегородка межкомнатная, дранка, штукатурка, доски».
Звучит как камень. Ладно, вскрытие покажет. Андрей взял в руки тяжелую кувалду. Он любил этот момент начала. Момент, когда старое уступает место новому. В этом была своя философия. Чтобы создать что-то прекрасное, нужно сначала разрушить отжившее. Он чувствовал силу в своих руках, чувствовал азарт. Жизнь казалась ему понятной и предсказуемой, как смета на ремонт. Он знал, сколько заработает, куда поедет в отпуск и с кем проведет вечер пятницы. Он не знал только одного. За этой стеной, покрытой слоями советских обоев, лежит не просто старый кирпич. Там, в темноте и пыли, спрятан ответ на вопрос, который он даже не смел себе задать. «Ну что, с Богом?» — крикнул Никита. «Погнали!» — выдохнул Андрей и с размаху ударил кувалдой по стене. Штукатурка брызнула во все стороны, обнажая нутро старого дома. Пыль поднялась столбом, заплясала в лучах солнца, пробивающихся сквозь высокие окна. Ремонт начался, и вместе с ним начался отсчет новой жизни Андрея, хотя он об этом еще не догадывался. Часть вторая. Странная находка и пицца из ниоткуда. Пыль оседала медленно, словно нехотя возвращаясь из полувекового сна в реальность. Андрей прокашлялся, махая рукой перед лицом, и посветил фонариком в пробитую брешь. Стена поддалась легче, чем он ожидал, словно сама хотела что-то отдать. Кирпич был старым, рыхлым, но кладка держалась крепко. Однако в том месте, куда пришелся первый удар, Андрей заметил странность. Это была не просто пустота между кирпичами, это была ниша. Аккуратная, небольшая полость, явно сделанная намеренно. «Но что там, клад Колчака?» — хохотнул за спиной Никита, вытирая пот со лба рукавом. «Или скелет кота?» Андрей не ответил. Он просунул руку в отверстие. Пальцы нащупали что-то холодное и гладкое. Металл. Он потянул предмет на себя. На свет показалась небольшая жестяная коробочка. Такие раньше использовали для леденцов Монпансье или табака. Круглая, потемневшая от времени, с почти стершимся рисунком какой-то башни на крышке. «Ого!» — Никита подошел ближе, его глаза загорелись мальчишеским азартом. «А я шутил! Реально клад! Открывай, Андрюха, вдруг там золотые червонцы!» Андрей чувствовал странное волнение. Коробочка не была тяжелой, внутри что-то сухо перекатывалось. С усилием поддев крышку ногтем, он щелкнул замком. Жесть скрипнула. Внутри, на пожелтевшем кусочке ваты, лежал зуб. Обычный человеческий коренной зуб. Крупный, желтоватый, с длинными корнями. Повисла пауза. «Тьфу ты!» — разочарованно протянул Никита, брезгливо морщась. «Я-то думал, а тут мощи какого-то деда. Ну и гадость. Выкинь эту дрянь в мешок и руки помой». Андрей смотрел на находку. Логика подсказывала, что друг прав. Найти чужой зуб в стене — примета так себе, да и просто неприятно. Но странное дело, отвращения не было. Наоборот, Андрей почувствовал непонятное тепло, исходящее от коробочки. Зуб выглядел основательным. Словно это был не просто костный остаток, а какой-то символ. Символ крепости, умения вгрызаться в жизнь. «Андрей, ты чего завис? Алло, выкидывай, говорю. Может, тут бабка какая-то черной магией занималась, зубы в стены замуровывала. Сейчас как проклянет нас на понос, работать не сможем». Никита расхохотался собственной шутки, его смех гулко отражался от пустых стен. «Да подожди ты!» — Андрей задумчиво покачал коробочку в руке. «Не бабки это зуб. Крупный слишком, мужской, здоровый, без кариеса почти. Странно это, Никит. Кто станет замуровывать один единственный зуб в жестяную банку?» «Маньяк? Стоматолог-любитель», — продолжал веселиться друг. «Слушай, оставь себе, раз он тебе так приглянулся. Будешь как амулет носить. Зуб неизвестного строителя». Андрей усмехнулся, но, к удивлению самого себя, закрыл коробочку и сунул ее в карман рабочей куртки. «Пусть пока полежит. Интересно просто. Потом разберусь». «Ну ты даешь», — покачал головой Никита. «Ладно, Плюшкин, давай ломать дальше. Время — деньги». Работа закипела. Следующие 2 часа пролетели под грохот перфоратора и стук кувалд. Парни работали слаженно, как единый механизм. Но Андрей то и дело ловил себя на мысли, что ощущает приятную тяжесть в кармане. Предмет грел его. Усталость, которая обычно накатывала к середине дня, сегодня куда-то исчезла.
Он чувствовал прилив сил и какую-то звенящую ясность в голове. К часу дня шум стих. «Все, перекур», — выдохнул Никита, садясь прямо на мешок со штукатуркой. «Жрать охота, сил нет. Я там бутерброды брал, но они, наверное, уже засохли». Андрей прислонился к стене. Есть хотелось зверски. Он прикрыл глаза и представил себе еду, но не сухие бутерброды. В воображении всплыла огромная горячая пицца пепперони. Он буквально почувствовал, как тянется расплавленный сыр, ощутил острую перчинку на языке и хруст корочки. Картинка была настолько яркой, что у него даже слюна выделилась. «Эх, сейчас бы горяченькой», — подумал он, не произнеся ни слова вслух. В этот момент, разрезая тишину квартиры, раздался звонок в дверь. Резкий, требовательный. Парни переглянулись. «Кого там принесло?» — удивился Никита. «Заказчик не должен был приехать. Соседи жаловаться. Вроде тихий час мы соблюдаем». Андрей пошел открывать. Щелкнул замком, потянул тяжелую дверь на себя. На пороге стоял молодой парень в желтой униформе курьера с огромным терморюкзаком за спиной. «Доставка. Квартира 52?» «Да», — растерялся Андрей. «Но мы ничего не заказывали». «Как не заказывали?» Курьер сверился с телефоном. «Улица Ленинский проспект, дом, квартира 52. Оплачена картой. Приятного аппетита». Курьер сунул в руки ошарашенному Андрею плоскую картонную коробку, развернулся и побежал вниз по лестнице. Андрей вернулся в комнату, держа коробку перед собой, как сапер держит мину. «Кто там?» — спросил Никита, разворачивая фольгу со своими бутербродами. «Я не знаю. Курьер. Сказал, оплачено». Андрей поставил коробку на подоконник и открыл ее. Комнату мгновенно заполнил сводящий с ума аромат. Это была пицца, пепперони, огромная, горячая, ровно такая, какую он представил 3 минуты назад. Ого! Андрюха, ты когда успел заказать? Молчун, сюрприз решил сделать. Андрей запнулся. Он хотел сказать, что не заказывал, что телефон лежал в другой комнате в куртке, что это какая-то ошибка, но вид дымящейся пиццы был таким гипнотическим. Да, решил сюрприз сделать. Налетай. Они ели, и Никита нахваливал друга за прозорливость, а Андрей жевал любимую пиццу и чувствовал, как по спине бегут мурашки. «Совпадение», — думал он, — «просто совпадение. Кто-то ошибся номером квартиры, или заказчик решил нас подкормить удаленно. Он мужик нормальный». Но внутри, где-то на уровне интуиции, он понимал, заказчик тут ни при чем. Он просто подумал, и это появилось. Он сунул руку в карман. Жестяная коробочка была там, теплая, почти горячая. «Бред», — отдернул себя Андрей. «Просто я переутомился». Но когда он захотел пить, и лишь подумав о холодной коле, услышал, как Никита говорит: «О, смотри, в пакете, оказывается, еще 2 банки колы были. Я сразу и не заметил». Андрею стало уже не смешно. Игра начиналась. Власть. Сладкое, пьянящее слово. Обычно она приходит с годами, с опытом, с толщиной кошелька. Но иногда она сваривается на тебя внезапно, как кирпич с крыши, и ты стоишь оглушенный, не понимая, это дар или проклятие. Андрей всегда считал себя рационалистом. Он верил в сопромат, в банковские счета и в то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но мышеловка захлопнулась, а сыр оказался чертовски вкусным. Остаток дня прошел как в тумане. Андрей механически кивал Никите, обсуждал смету, но мысли его были далеко. Карман куртки оттягивала жестяная банка, которая, казалось, пульсировала в такт его сердцу. Когда они вышли из подъезда, вечерняя Москва уже зажгла огни. Ленинский проспект стоял. Красные габаритные огни сливались в бесконечную реку, текущую в никуда. «Ну, я в метро», — махнул рукой Никита, натягивая шапку. «А ты, буржуй, стой в пробках. Завтра к 9?» «Да, давай», — рассеянно бросил Андрей. Он сел в свой внедорожник, захлопнул дверь, отсекая шум города. В салоне пахло дорогой кожей и одиночеством.
Навигатор равнодушно показывал: до дома 1 час 40 минут, бордовые пробки. Андрей положил руку на карман, где лежала коробочка. Сердце пропустило удар. «Бред», — сказал он себе вслух, глядя в зеркало заднего вида. «Пицца — это просто сбой в приложении, совпадение». Но внутри него проснулся азартный игрок. Тот самый, который когда-то заставил его уйти с надежной работы на заводе в непредсказуемый строительный бизнес. Он достал коробочку. Жесть была теплой, почти горячей, словно маленькое живое существо. «Хорошо», — прошептал Андрей, чувствуя себя идиотом. «Если ты работаешь, я хочу домой. Быстро. Я хочу зеленый коридор. Везде». Он сжал банку в кулаке и вырулил на проспект. Впереди на перекрестке горел долгий безнадежный красный. Машины стояли плотно, бампер к бамперу. Андрей подъехал к стоп-линии. И ровно в ту секунду, когда его колеса коснулись разметки, светофор мигнул и переключился на зеленый. «Случайность», — подумал он. Следующий светофор через 500 метров. Он приближался, готовясь тормозить. Зеленый загорелся за мгновение до того, как его нога коснулась педали тормоза. 3, 4, 5. Это было похоже на магию или на виртуозную компьютерную игру. Поток машин словно расступался перед ним. Андрей летел по вечерней Москве, и город, обычно враждебный и колючий, стелился перед ним ковровой дорожкой. Он не стоял ни секунды, ни на одном светофоре, ни в одном заторе. Навигатор, сойдя с ума, пересчитывал время каждые 2 минуты. 1 час, 40 минут, 25 минут. Когда Андрей заехал на подземную парковку своего элитного ЖК на Остоженке, его руки дрожали. Он добрался за 20 минут, в час пик, через полгорода. Это было статистически невозможно. Он заглушил двигатель и откинулся на спинку кресла. Тишина парковки давила на уши. «Твою ж мать!» — выдохнул он. Поднявшись в квартиру, Андрей не стал включать свет. Его пентхаус, обычно казавшийся эталоном стиля и комфорта, сейчас выглядел чужим, стерильным. Холодный блеск хрома на кухне, идеальная геометрия мебели — все это вдруг показалось декорацией. Он положил жестяную банку на стол из черного стекла. В полумраке она выглядела зловеще. Зуб внутри тихо перекатился, стукнув о стенку. Цок. Андрей налил себе виски, не разбавляя. Сделал глоток, обжигая горло. Ему нужно было доказательство. Железобетонное, такое, которое нельзя списать на удачу, как светофоры, или на ошибку курьера, как пиццу. Он сел напротив коробочки. «Ладно, ты хочешь играть? Давай играть по-крупному». Андрей вспомнил Вадима, своего бывшего партнера, который 5 лет назад кинул их с Никитой на 3 миллиона, объявил себя банкротом и свалил в Таиланд. Они давно попрощались с этими деньгами. Вадима не могли найти ни коллекторы, ни полиция. Он исчез. Андрей положил ладонь на крышку коробочки, закрыл глаза, представил лицо Вадима, хитрое, бегающее, и четко сформулировал мысль. «Я хочу, чтобы Вадим вернул долг. Прямо сейчас». В квартире повисла тишина. Андрей ждал. Секунда, 2, минута. Ничего не происходило. Ни грома, ни молнии, ни звонка в дверь с мешком наличных. Андрей горько усмехнулся. «Ну, конечно. Светофоры повезло. Пицца — ошибка. А я взрослый мужик, который разговаривает с зубом мертвого человека. Пора к психиатру». Он встал, чтобы убрать банку и пойти в душ, и тут телефон на столе ожил. Экран вспыхнул. Входящее сообщение от банка. Андрей взял телефон, чувствуя, как холодеют пальцы. Пополнение счета плюс 3 миллиона рублей. Отправитель Вадим Сергеевич К. Сообщение: «Измени, брат. Совесть замучила. Живи». Андрей осел на стул. Воздух в легких закончился. Это было реально. Это было чертовски реально. 3 миллиона. Из ниоткуда. Внезапная эйфория захлестнула его. Он богат. Он всемогущ. Он может получить все, что захочет.
Эту квартиру он переделает, купит дом у океана, Никиту сделает директором филиала. Острая, пронзительная боль прошила челюсть, заставив его вскрикнуть. Андрей схватился за щеку. Боль была такой, словно в десну с размаху вогнали раскаленный гвоздь. В глазах потемнело. Он согнулся пополам, роняя телефон. Это длилось всего несколько секунд, но показалось вечностью. Боль пульсировала, отдавала в висок, в ухо, в шею. Затем также внезапно отступила. В жизни всегда есть баланс. Если где-то прибыло, значит, где-то убудет. Физика, карма, божественный замысел — называйте как хотите. Андрей почувствовал это на следующее же утро. Зубная боль отступила, оставив после себя лишь ноющее, тягучее напоминание в глубине челюсти, словно там поселился маленький свинцовый шарик. Андрей стоял у панорамного окна на объекте, глядя на просыпающийся Ленинский проспект. Жестяная банка лежала в кармане, тяжелая, как заряженный пистолет. «Ты чего смурной такой?» Никита зашел в комнату, стряхивая снег с плеч. «Не выспался?» Андрей повернулся, криво усмехнувшись. «Вадим объявился». «Да ладно!» — Никита замер с перчаткой в руке. «Тот самый? Из стая весточку прислал?» «Не весточку. Деньги. 3 миллиона упали на счет вчера вечером». Глаза Никиты округлились так, что стали похожи на 2 юбилейных рубля. «Да ну нафиг! Вернул? Сам? Андрюха, это ж событие года. Мы же эти бабки похоронили давно. Надо отметить». Никита радовался искренне, без капли зависти. Он уже мысленно делил шкуру этого медведя, представлял, как друг купит новую машину или обновить свой гардероб. А Андрей смотрел на него и думал о том, что мог бы прямо сейчас пожелать что угодно. Виллу в Испании, яхту, чтобы этот ремонт закончился сам собой по щелчку пальцев. Но ноющая боль в челюсти работала лучше любого стоп-крана. «Цена», — думал он, — «у каждого желания есть цена. За зеленый свет я не заплатил ничем, за деньги — болью. А что возьмет эта штука за дом у моря? Голову? Отметим, Никит, потом. Давай сначала объект сдадим. Не хочу бросать на полпути. Мы подписались, люди ждут. Да и привык я тут уже». «Ну ты кремень», — восхищенно покачал головой напарник. «С такими деньжищами я б уже на Бали билеты гуглил. А он штукатурку месить. Уважаю». Работа пошла своим чередом. Андрей решил пока не трогать заветную коробочку. Пусть лежит. До выяснения обстоятельств. Дни потянулись рутинной чередой. Пыль, шум миксера, запах грунтовки. По обеденным перерывам они с Никитой заходили в небольшой сетевой супермаркет в соседнем доме купить воды, кефира или готовых салатов. Именно там Андрей впервые увидел ее. Она не была похожа на женщин из его мира. Никакого дорогого парфюма, укладки волосок к волоску или брендовых сумок. На ней был простой, видавший виды пуховик, вязаная шапка, из-под которой выбивалась прядь темно-русых волос, и уставшие глаза цвета осеннего неба. Она стояла у кассы, пересчитывая мелочь в ладони. Рядом в старенькой коляске для двойни сидели 2 карапуза лет 1,5, смешно пуская пузыри. «Мне, пожалуйста, молоко, хлеб дарницкий и...» Она замялась, глядя на шоколадный батончик на ленте, который схватила маленькая ручка одного из близнецов. «И все. Шоколадку не надо, извините». Андрей стоял в очереди прямо за ней. Его взгляд скользнул по ее фигуре, по худым рукам без маникюра, по покрасневшим от мороза щекам. Обычно такие женщины были для него невидимками, фоном большого города. Но в этой было что-то настоящее. Какое-то тихое достоинство, с которым она убрала шоколадку и покатила коляску к выходу. «Жалко девку», — вдруг вздохнул Никита, когда они вышли на крыльцо и закурили. «Ты ее знаешь?» — удивился Андрей. «Визуально. И историю ее знаю. Мне Зинка, кассирша, рассказала. Зинка ж все про всех знает. Местное радио». Никита выпустил струю дыма и кивнул в сторону удаляющейся фигуры с коляской. «Ее Верой зовут. Живет тут, в хрущевке во дворах. Думаешь, у нее 2? Ну, в коляске 2 было. Ага, а дома еще 3. Старшему 12, в средней 9, еще одному 5. 5, Андрюх, прикинь?
Андрей поперхнулся дымом. Куда столько, если денег на шоколадку нет? Вот и я говорю. Но там драма, как в сериале. Муж был вроде нормальный мужик. А как узнал, что она беременна близнецами, этими вот, что в коляске, сломался. Сказал, не потяну. Собрал чемоданы, свалил в закат. Алименты копеечные платит, и то не всегда. А она тянет, одна. Никита помолчал, глядя под ноги. Мы с Машкой на той неделе пакет вещей собрали. У нас от малого остались комбезы зимние, игрушки и конструктор. Я через Зинку передал. Не выкидывать же, а им нужнее. Зинка говорит, она гордая, брать не хотела, плакала, но взяла. Детям-то ходить в чем-то надо. Андрей молчал. В его мире, где проблемы решались звонком или переводом на карту, такая жизнь казалась дикостью. 5 детей. Одна. Без денег. В Москве. «Дура», — жестко сказал он, выбрасывая окурок. «Зачем рожала, если кормить нечем?» «Не суди», — серьезно ответил Никита, глядя другу прямо в глаза. «Жизнь, она штука сложная. Зато дети у нее хорошие, воспитанные. Старший вон листовки раздает после школы, матери помогает. Ладно, пошли работать». Андрей хотел забыть этот разговор, выкинуть из головы невидимку Веру и ее проблемы. У него было 3 миллиона, волшебный зуб в кармане и свои планы. Но на следующий день он снова увидел ее в магазине. Она выбирала яблоки, самые дешевые, сезонные, битые жизнью. Один из близнецов в коляске захныкал, уронив соску на грязный пол. Вера наклонилась, подняла соску, и Андрей увидел, как она устало прикрыла глаза, словно у нее вот-вот сядет батарейка. А потом она открыла их, улыбнулась ребенку, светло, тепло, искренне, и начала что-то тихо ему напевать, вытирая соску салфеткой. В этой улыбке не было отчаяния, в ней была сила. Та самая сила, которой, как казалось Андрею, у него самого, несмотря на все деньги, никогда не было. Он поймал себя на том, что думает о ней вечером, думает, когда едет в своей машине, думает, когда смотрит на идеальных ухоженных женщин в Инстаграме. Все они казались теперь пластмассовыми куклами по сравнению с этой уставшей женщиной в дешевом пуховике. Через пару дней он специально задержался у входа в магазин, делая вид, что говорит по телефону. Он ждал. И когда она вышла, таща тяжелую дверь бедром, чтобы пропихнуть коляску, он, не прерывая разговора, подхватил дверь и подержал ее открытой. «Спасибо», — тихо сказала она, не поднимая глаз. Голос был мягкий, мелодичный. «Пожалуйста», — буркнул Андрей. Он смотрел ей вслед, на то, как смешно торчит помпон на ее шапке, на то, как заботливо она поправляет одеяло у детей. И вдруг понял странную вещь. Ему было все равно на ее бедность, на 5 детей и сбежавшего мужа. Ему просто хотелось подойти, забрать у нее тяжелые пакеты и увидеть, как она улыбается. Не ребенку, а ему. Рука в кармане нащупала холодную жесть коробки. Зуб молчал. Но Андрей знал, скоро ему придется сделать выбор, и этот выбор будет сложнее, чем просто попросить денег. Самый сложный бой — это бой с самим собой. Когда у тебя в кармане лежит ядерная кнопка, а ты решаешь идти в рукопашно. Андрей стоял у окна своей машины, припаркованной неподалеку от знакомого супермаркета. В кармане куртки лежала жестяная коробочка. Она была прохладной и молчаливой, но Андрей чувствовал ее присутствие, как чувствуешь взгляд в спину. Он мог бы просто сжать ее в руке и подумать: «Пусть Вера обратит на меня внимание», или «Пусть мы случайно столкнемся, и она будет мне рада». Это было бы просто, быстро, безболезненно. Ну, почти, если не считать свинцовой тяжести в челюсти. Но он достал коробочку из кармана и бросил ее в бардачок. Захлопнул крышку. «Нет», — твердо сказал он пустому салону, — «не так. Это должно быть по-честному, без чит-кодов. Если он ей понравится, то пусть это будет он, Андрей, строитель с мозолистыми руками, а не Андрей, повелитель волшебных зубов». На улице мела злая февральская поземка.
Ветер швырял колючий снег в лицо прохожим, заставляя их прятать носы в шарфы. Идеальная погода, чтобы сидеть дома с глинтвейном. Но Андрей знал, она придет. У нее 5 детей, и молоко с хлебом имеют свойство заканчиваться каждый день. Он вышел из машины, поднял воротник и направился к магазину. Не как богатый заказчик жизни, а как обычный мужик, идущий с работы. Ждать пришлось минут 15. Он уже успел замерзнуть, когда знакомая фигура с коляской выплыла из снежной круговерти. Вера толкала тяжелую коляску перед собой, упираясь сапогами в снежную кашу. Колеса буксовали. Ей было тяжело, чертовски тяжело, но она перла вперед с упрямством маленького ледокола. Андрей глубоко вздохнул, поправил шапку и шагнул навстречу. Сердце колотилось так, словно он снова был 10-классником, решившимся пригласить королеву бала на танец. «Вечер добрый!» — громко сказал он, стараясь перекричать ветер. «Давайте помогу, тут каша совсем, не проехать!» Вера вздрогнула и подняла голову. В ее глазах мелькнул испуг, обычная реакция одинокой женщины в темноте. Но, увидев лицо Андрея, открытое, спокойное, без тени агрессии, она немного расслабилась. «Добрый? Да нет, я сама, я привыкла», — начала она, пытаясь дернуть коляску. Андрей не стал слушать возражения. Он мягко, но уверенно перехватил ручку коляски. «Я вижу, что привыкли, но сегодня погода нелетная. Я тут рядом работаю, на стройке, мне все равно по пути. Вам куда? В сторону дворов?» Она колебалась секунду. Усталость боролась с осторожностью. Усталость победила. «Да, вон к той 5-этажке», — она махнула рукой. «Спасибо. Только осторожно, там колесо правое заедает». «Разберемся», — улыбнулся Андрей. Он толкал коляску, и это оказалось удивительно тяжело. «Как она, такая хрупкая, тащит этот танк каждый день», — подумал он с уважением. Они шли рядом, снег хрустел под ногами. Андрей мучительно подбирал слова. Все его дежурные фразы для знакомств в барах здесь казались пошлыми и неуместными. «Меня Андрей зовут, кстати», — просто сказал он. «Вера», — тихо ответила она. «Красивое имя, редкое сейчас». «Обычное», — она пожала плечами. «Вы правда строитель?» «Правда. Вон в той Сталинке на проспекте квартиру делаем. Пыль, грязь, ломать стены — это все мое». Вера вдруг улыбнулась. Улыбка вышла грустной, но живой. «Ломать не строит, говорят». «Это точно. Но чтобы построить новое, иногда надо сломать старое». Они подошли к ее подъезду. Обычная хрущевка с тусклой лампочкой над козырьком. Пандуса, разумеется, не было. Только 2 крутые бетонные ступени. «Спасибо вам большое, Андрей». Вера повернулась к нему. Щеки ее раскраснелись от мороза, и она показалась ему невероятно красивой. Без косметики, уставшая, в нелепой шапке. Дальше я сама. Там лифта нет, все равно тащить. Андрей глянул на ступени, потом на коляску, в которой спали 2 укутанных космонавта, потом на пакет с продуктами, висящий на ручке. «Ну уж нет», — сказал он. «Я, конечно, не тимуровец, но бросать даму с грузом у подножия Эвереста не приучен. Какой этаж?» «3», — выдохнула она, и в голосе прозвучала надежда пополам со стыдом. «Но это неудобно, правда. Тяжело же». «Я цемент мешками таскаю, Вера. Для меня это разминка. Берите пакеты и ребенка. 2-го я возьму. Или коляску целиком». «Нет, коляску мы внизу в колясочной оставляем, под лестницей. Детей надо забрать». Через минуту Андрей, неумело и бережно прижимая к груди одного из близнецов, поднимался по лестнице, пахнущей жареной картошкой и старыми кошками. Ребенок сквозь сон засопел и уткнулся носом в его дорогую куртку. От малыша пахло молоком и детским кремом. Андрея накрыло странное чувство. Он держал в руках новую жизнь. Это было совсем не то, что держать руль Мерседеса или пачку денег. Это было тепло, ответственно. На 3-м этаже дверь распахнулась еще до того, как они подошли. На пороге стоял вихрастый мальчишка лет 12, видимо, старший. «Мам, ты чего так долго?» «Ой». Он осекся, увидев незнакомого мужчину с его братом на руках. «Все нормально, Паш», — быстро сказала Вера, заходя следом. «Дядя Андрей помог донести. Забирай Ромку». Андрей осторожно передал спящий сверток мальчику. Тот принял его с профессиональной сноровкой няньки. «Спасибо»,
— буркнул пацан, из-под лобья разглядывая Андрея. Взгляд у него был взрослый, оценивающий. Взгляд мужчины, который остался за главного. «Не за что, боец», — подмигнул ему Андрей. Вера стояла в проеме двери, не решаясь пригласить его войти, но и не закрывая дверь. Из квартиры доносился шум, детский смех и запах чего-то подгоревшего. «Андрей», — она посмотрела ему прямо в глаза, — «спасибо вам, честно. Я сегодня так устала, думала, не дойду». «Бывает», — он улыбнулся, стараясь не выдать своего волнения. «Рад был помочь». Он хотел сказать «давайте я вам помогу деньгами» или «дайте мне ваш номер», но понял рано, не сейчас. Сейчас он просто прохожий, который подставил плечо. «Я в магазине часто бываю, в обед. Если увидите парня в строительной пыли, который не может выбрать кефир, это я, машите рукой». Вера тихо рассмеялась. Звук ее смеха показался Андрею лучшей музыкой за последние годы. «Хорошо. Буду иметь в виду. До свидания, Андрей». Дверь закрылась. Андрей сбежал вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Он выскочил на морозный воздух и глубоко вдохнул. Ему хотелось орать или пробежать марафон. Он не использовал магию. Он не купил ее внимание. Он просто помог донести ребенка. И она улыбнулась ему. Он сел в машину, достал из бардачка жестяную банку. «Видишь?» — сказал он зубу, который глухо стукнул внутри. «Я и сам могу, без твоих фокусов». Но зуб промолчал. А Андрей, заводя мотор, подумал. Завтра я снова пойду в этот магазин и куплю самые дорогие, самые сладкие мандарины и скажу, что прораб выдал премию, а у меня аллергия, и девать их некуда. План был прост и наивен, но он нравился Андрею куда больше, чем любой гениальный бизнес-проект. Знаете, есть такой момент, когда судьба перестает намекать и начинает говорить прямым текстом. Обычно это происходит не под фанфары, а в слятотный вторник, когда вы меньше всего этого ждете. Андрей думал, что управляет ситуацией. Он думал, что может просто поиграть в доброго волшебника без магии. Но он забыл, что у любой игры есть правила, которые писали не мы. Следующие 3 дня Андрей вел себя как шпион-неудачник. Он вычислял график Веры, кружил вокруг магазина, но подойти не решался. Смелость, которая позволяла ему ворочать миллионами на стройках, куда-то испарилась. Помог случай. Или, если хотите, тот самый старший сын, Пашка. Было около 6 вечера. Андрей припарковал машину у супермаркета, собираясь купить обещанные самому себе приманочные мандарины. У входа, на пронизывающем ветру, стоял знакомый вихрастый паренек. Пашка был без шапки, куртка расстегнута, руки красные от холода. Он совал прохожим какие-то яркие листовки, распродажа шуб или кредит за 5 минут. Прохожие отмахивались, прятали руки в карманы, проходили мимо. Андрей остановился, глядя на это через лобовое стекло. В салоне его «Лексуса» было плюс 22, играл джаз, а там за стеклом 12-летний мужик зарабатывал свои копейки, чтобы купить, наверное, лишнюю булку хлеба домой. Внутри у Андрея что-то сжалось. Не от жалости, жалость унижает, от уважения. И от злости на мир, где дети должны мерзнуть ради еды. Он вышел из машины, подошел к парню. «Привет, боец, бизнес идет?» Пашка вздрогнул, шмыгнул носом и протянул листовку. «Возьмите, там скидки хорошие». «Скидки мне не нужны», — Андрей улыбнулся. «А вот бумага нужна. Мы ремонт делаем, надо стекла заклеить, чтобы не запачкать. Сколько у тебя осталось?» Ну, парень растерянно посмотрел на толстую пачку в руке. «Штук 200, может, 300? Беру все. По рублю за штуку пойдет?» «Это ж просто реклама», — Пашка недоверчиво прищурился. «Она бесплатная?» «Для прохожих бесплатная, а мне макулатура нужна срочно. Времени нет искать. Давай сюда». Андрей достал из кармана 1000-ную купюру. «Сдачи не надо. Купи мелким чего-нибудь сладкого. И шапку надень. Мать расстроишь, если заболеешь». Пашка замер, сжимая купюру в кулаке так, что побелели костяшки. Он был слишком взрослым для своих лет, чтобы не понять, что это благотворительность. Но он также был достаточно взрослым, чтобы понимать, гордость на хлеб не намажешь. «Спасибо, дядя Андрей», — тихо сказал он, натягивая шапку. «Вы маме нравитесь, кстати. Она сказала, что у вас глаза добрые, хоть и грустные». Эта фраза ударила Андрея сильнее, чем кувалда по стене.
Через час он уже стоял на пороге их квартиры. В одной руке пакет с лучшими марокканскими мандаринами, выдали на объекте, честное слово, в другой — торт. Пашка открыл дверь, и Андрея накрыла волна тепла, шума и запахов. Пахло не Шанель и недорогим кожаным салоном. Пахло стиранным бельем, ванилью и жареным луком. «Андрей?» — Вера вышла в коридор, вытирая руки полотенцем. Она была в домашнем халате, растрепанная, но ее лицо озарилось такой искренней радостью, что Андрей забыл, зачем пришел. «Я тут мимо проходил. Мандарины вот. Пропадают, жалко». Тот вечер стал для него откровением. Он сидел на маленькой кухне, где обои отходили от стен, а линолеум был протерт до дыр. Вокруг него крутился хаос. Близнецы ползали под столом, хватая его за ноги. Средняя дочка Аня показывала ему свои рисунки, 5-летний Тёмка пытался накормить пластиковой морковкой. Андрей пил чай из чашки с отбитой ручкой и чувствовал себя живым. Впервые за много лет он не был заказчиком, исполнителем или кошельком. Он был просто Андреем, который умеет слушать. Вера рассказывала про детей, про то, как смешно Ромка учится говорить, про свои мечты стать кондитером, когда дети подрастут. Она не жаловалась. Ни слова о сбежавшем муже, ни слова о том, как трудно. В ней было столько света, что его хватило бы осветить весь Ленинский проспект. «Знаешь», — сказала она вдруг, глядя в окно, — «мне иногда кажется, что стены нас слышат, что дом, он живой. Вот здесь тесно, бедно, но он нас бережет». Андрей вздрогнул. Рука сама потянулась к карману куртки, висевшей в коридоре. Там, в темноте кармана, лежала жестяная банка. «Да», — глухо ответил он, — «стены многое помнят». Уходя, он задержался в дверях. «Вера», — сказал он, глядя на ее уставшие руки, — «если что-то нужно, по-мужски, кран починить, полку прибить, ты звони, я умею». «Я знаю», — она улыбнулась. «Спасибо за мандарины, Андрей. И за Пашку спасибо. Он мне рассказал про макулатуру. Ты плохой врун, но хороший человек». Он ехал домой, и душа его пела. Он хотел свернуть горы, он хотел сделать ремонт в ее квартире, купить им новую мебель, отправить детей на море. И он мог. У него было 3 миллиона, и у него был зуб. «Я могу загадать, чтобы у нее все наладилось», — подумал Андрей. Эта мысль была сладкой, как яд. Одно желание, и Вера счастлива. Никаких усилий. Он приехал на свой объект в Сталинку уже за полночь. Забыл там телефон. Пришлось возвращаться. Поднялся на 5-й этаж. В пустой, разгромленной квартире царила гулкая тишина. Тени от фонарей с улицы ложились на ободранные стены причудливыми узорами. Андрей нашел телефон на подоконнике и уже собирался уходить, как вдруг услышал звук. Скрррр. Звук шел из той самой дыры в стене, где он нашел банку. Андрей замер. Волосы на затылке встали дыбом. Это был звук, будто кто-то царапает кирпич ногтями изнутри. Он включил фонарик, медленно подошел к стене, сердце колотилось где-то в горле. «Эй!» — тише позвал он. «Есть кто?» Тишина. Только пыль кружится в луче света. Андрей подошел вплотную к нише, посветил внутрь. Пусто. «Показалось», — выдохнул он. «Нервы, усталость». Он сунул руку в карман за пачкой сигарет и обжегся. Жестяная банка в кармане была раскалена, не просто теплая, как раньше, она была горячей, как кипяток. Андрей с шипением выдернул ее, бросил на пол. Коробочка звякнула, откатилась к стене. И тут он услышал это. Не ушами, головой. Голос был сухой, шуршащий, как старые газеты. Он прозвучал прямо внутри черепа. «Ты тратишь время, ты тратишь меня, желай!» Андрей отшатнулся, споткнулся о мешок с цементом, упал. Банка лежала в луче фонаря. Обычная, ржавая, но Андрею казалось, что от нее исходит черная, липкая тень. Он сидел на грязном полу, глядя на проклятый предмет.
Его челюсть снова прострелила острой болью. Предупреждение. Зуб требовал работы. Зуб был голоден. И, кажется, он очень не любил, когда его хозяин находил счастье где-то еще, кроме как в его власти. Андрей понял. Просто так выкинуть эту штуку уже не получится. Он в игре. И ставка в этой игре не деньги, а что-то гораздо более ценное. Может быть, та самая душа, которая сегодня так тепло отогрелась на маленькой кухне Веры. Вы же понимаете, что он сделает дальше? Страх — плохой советчик, но искушение — советчик еще хуже. А когда у тебя в руках ключ от всех дверей, очень трудно не повернуть его в замке, даже если за дверью слышно рычание. Счастье — это не вспышка молнии и не мешок денег. Счастье — это когда ты, элитный московский строитель, стоишь на кривой табуретке в хрущевке и прикручиваешь новую полку, пока двое малышей держат тебя за штанину, а женщина с уставшими глазами смотрит на тебя так, словно ты супермен. Прошла неделя. Андрей словно раздвоился. Днем он командовал на объекте в Сталинке, жестко гонял субподрядчиков и проверял каждый шов, а вечерами мчался к Вере. Он не использовал зуб ни разу. Более того, он почувствовал такой прилив энергии, которого не было даже в молодости. Его банковский счет, даже без тех 3 магических миллионов, позволял ему легко прокормить эту ораву. Он уже прикинул, сделает им ремонт, сменит проводку, купит Вере нормальную машину вместо вечных автобусов. «Я сам», — думал он, вгоняя дюбель в рыхлую стену Вериной кухни, — «я мужик, я справлюсь». Зуб в кармане молчал, но это было молчание хищника перед прыжком. Коробочка стала тяжелой, она тянула карман как булыжник. Иногда Андрею казалось, что сквозь ткань джинсов просачивается холод, от которого немеет бедро. В субботу Андрей привез Вере новую микроволновку и огромный набор инструментов. Он решил перевесить кухонные шкафы, старые держались на честном слове и грозили рухнуть на голову детям. «Андрюш, может, отдохнешь?» Вера возилась у плиты, жаря сырники. «Ты и так всю неделю пахал». «Отдых — это смена деятельности», — улыбнулся он, примеряясь перфоратором к стене. «Сейчас анкера загоню, повесим шкаф и будет на века. Пашка, подай уровень». Старший сын с готовностью протянул инструмент. Он уже перестал дичиться Андрея и теперь ходил за ним хвостом, впитывая мужскую науку. Младшие, близнецы, ползали тут же на кухне, играя с коробкой от микроволновки. Андрей поднял тяжелый шкаф. Мышцы приятно напряглись. «Так, Паша, держи левый край, я сейчас отмечу». В этот момент в кармане Андрея словно взорвалась маленькая ледяная граната. Холод был таким резким, что перехватило дыхание. А следом в голову ударил голос. Не шепот, а крик, визгливый и злобный. «Брось это! Она тебе не пара! Ты принц, а не слуга! Желай власти!» Руки Андрея свело судорогой. Это не было случайностью. Это был прямой удар по нервным окончаниям. Пальцы разжались сами собой. Тяжелый кухонный шкаф из ДСП, который он держал над головой, выскользнул из рук. «Берегись!» — заорал Андрей не своим голосом. Все произошло в замедленной съемке. Шкаф летел вниз, прямо туда, где сидел маленький Ромка, ковыряя отверткой картонную коробку. Андрей, превозмогая дикую боль в сведенных мышцах, бросился вперед. Не поймать — это невозможно. Сбить, оттолкнуть. Он рухнул коленями на пол, сбивая ребенка в сторону своим телом. Грохот был такой, что зазвенели стекла. Тяжелый угол шкафа врезался в линолеум ровно в том месте, где секунду назад была голова малыша. Щепки брызнули во все стороны. Тишина. Потом крик Веры. Андрей лежал на полу, тяжело дыша, его плечо горело огнем. Он ударился о ножку стола, но это была ерундой. Он смотрел на вмятину в полу. Глубокую, смертельную. Если бы он не успел, если бы он послушал этот голос хоть на долю секунды. «Господи, Рома! Андрюша, ты как? Что случилось? Рука соскользнула?» Андрей медленно поднялся. Его трясло, лицо было бледным, как мел. Он сунул руку в карман. Жестяная банка вибрировала, мелко, противно, как довольное насекомое. Она не добилась убийства, но она добилась главного, показала силу.
«Я здесь», — говорила она, — «и я не дам тебе играть в счастливую семью. Или ты со мной, или я уничтожу все, что ты любишь». «Андрей?» — Пашка смотрел на него широко раскрытыми глазами. «У тебя кровь!» Андрей провел рукой по щеке. Царапина от отлетевшей щепки. «Все нормально», — хрипло сказал он. «Простите, руки свело, старая травма». Он посмотрел на Веру, на перепуганных детей. Он любил их. Он понял это прямо сейчас, глядя на этот хаос. И именно потому, что он их любил, он не мог здесь оставаться, не с этим в кармане. Оно не успокоится. В следующий раз это будет не шкаф, это будет кипяток, или машина на переходе, или пожар. Эта тварь ревнует. Она хочет полного подчинения. «Мне надо идти», — резко сказал Андрей, хватая куртку. «Куда? Андрей, ты бледный. Посиди, выпей воды». Вера шагнула к нему, но он отшатнулся. «Нельзя. Нельзя подпускать их к себе, пока эта дрянь у него. Я скоро вернусь. Мне нужно кое-что уладить. Срочно. Прости, Вера. Я все починю. Завтра. Я обещаю». Он вылетел из квартиры, как ошпаренный. Прыгнул в машину, бросил банку на соседнее сиденье. «Хочешь войны?» — прорычал он, глядя на ржавую жесть. «Будет тебе война». Он знал, куда ехать. Обратно. Туда, где все началось. В Сталинку. Этот зуб принадлежал тем стенам. Там была его сила, но там, возможно, была и его смерть. Андрей не был мистиком. Он был строителем. А любой строитель знает, если в конструкции есть гнилой элемент, его нельзя закрасить или спрятать, его нужно вырвать с корнем и уничтожить, даже если придется снести полдома. Он нажал на газ. Машина взревела, срываясь с места. Андрей ехал убивать свое счастье, чтобы спасти свое будущее. Москва ночью похожа на огромную электрическую схему. Ток бежит по проводам, машины, импульсы несутся по венам дорог. Но в квартире на Ленинском проспекте электричества не было. Только лунный свет, прорезающий темноту через пустые глазницы окон, и луч карманного фонаря, пляшущий по ободранным стенам. Андрей вошел в квартиру, пнув дверь ногой. В руке он сжимал жестяную банку так сильно, что острые края врезались в кожу. Здесь, в родных стенах, зуб осмелел. Банка больше не была холодной или горячей. Она вибрировала, издавая низкий гул, от которого ныли зубы и закладывала уши. «Ну что, тварь!» Андрей швырнул коробочку в центр комнаты на голый бетонный пол. «Поговорим?» Коробочка ударилась, подскочила и замерла. Крышка приоткрылась. В луче фонаря Андрей увидел зуб. Он казался больше, чем раньше. Желтая эмаль блестела влажно, словно он был во рту у живого существа всего минуту назад. Андрей подошел к куче инструментов, сваленных в углу, выбрал кувалду, тяжелую с короткой ручкой. Такую используют для сноса самых упрямых перегородок. «Ты хотел власти?» — спросил он, взвешивая инструмент в руке. «Ты чуть не убил ребенка. Моего!» Он запнулся, но тут же поправился с яростью. «Да, почти моего ребенка. За это не просто увольняют, за это уничтожают». Он замахнулся. В голове тут же взорвался голос. На этот раз он не шептал и не визжал. Он звучал вкрадчиво, голосом самого Андрея. «Остановись, ты идиот, подумай о ней. У нее 5 детей, они будут болеть. Им нужно образование, квартира, ты можешь дать им все». Щелчок пальцами, и они в Лондоне. Щелчок, и отец детей вернется и будет ползать в ногах. «Нет», — рявкнул Андрей, — «им не нужен Лондон, и предатель-отец им не нужен. Им нужен я, живой и нормальный». Удар. Кувалда с грохотом обрушилась на жестяную банку. Искры брызнули веером. Звук удара металла о бетон был оглушительным. Андрей отшвырнул кувалду, тяжело дыша. Он ожидал увидеть лепешку, сплющенный металл и костяную крошку. Он посветил фонариком. Жестяная банка была смята в гармошку, но зуб лежал рядом, целый и невредимый. На нем не было ни трещинки. Он лежал на серой пыли, словно насмехаясь над грубой силой. Более того, Андрею показалось, что тень от зуба на полу вытягивается, принимая форму человеческого профиля.
профиля с хищным, запавшим ртом. «Ты не можешь сломать то, что вечно, строитель», — прошелестел голос. «Я пережил Сталина, пережил перестройку, переживу и тебя. Оставь меня, просто положи в карман, на всякий случай. Вдруг у Веры найдут опухоль, вдруг...» «Заткнись!» — заорал Андрей, закрывая уши руками. Упоминание болезни Веры ударило в самое сердце. Это был запрещенный прием, самый подлый. Страх потери — лучший крючок. Андрей зажмурился. Он знал, что если сейчас поддастся страху, если хоть на секунду допустит мысль «а вдруг пригодится», он проиграл. Он станет рабом этого куска кости, как тот, кто замуровал его здесь полвека назад. Тот человек тоже наверняка хотел как лучше, а закончил тем, что прятал сокровище в стене, боясь потерять могущество. «Я строитель», — прошептал Андрей, открывая глаза. Взгляд его стал холодным и расчетливым. «Я знаю сопромат. Если что-то нельзя сломать, это нужно изолировать. Навсегда». Он бросил взгляд на мешки в углу. Маппеграут. Сверхпрочный ремонтный состав. Безусадочный. Набирает прочность камня за 20 минут. Используется для ремонта мостов и плотин. Схватывается намертво. Андрей действовал быстро, как робот. Схватил ведро, насыпал сухую смесь, плеснул воды из бутылки, включил дрель с насадкой-миксером. Жужжание инструмента заглушило шепот в голове. Он мешал раствор, глядя, как серая жижа становится густой, тяжелой, надежной. Это была его стихия, материя, реальность. Он взял пластиковый контейнер из-под обеда, который забыл тут Никита. Вылил туда половину раствора. Потом подошел к зубу. Тот, казалось, почувствовал неладное. Тень заметалась. Андрея кольнуло в сердце острой болью, ноги подкосились, но он устоял. «Врешь, не возьмешь», — сквозь зубы процедил он. Он не стал брать зуб руками, подцепил его шпателем. Кость скользнула по металлу, пытаясь упасть, но Андрей резким движением швырнул ее в контейнер с раствором. Плюх! Зуб исчез в серой массе. Голос в голове взвизгнул и оборвался, как лопнувшая струна. Андрей тут же залил сверху остатки смеси, разровнял шпателем. Теперь это был просто пластиковый контейнер с бетоном, тяжелый кирпич. Андрей сел на пол, прислонившись к стене. Его трясло, пот катился градом, хотя в квартире было холодно. Он смотрел на контейнер. Смесь застывала, химическая реакция пошла, бетон нагрелся. «Вот и все», — сказал Андрей в пустоту. «Сиди там, грейся». Прошло полчаса. Андрей выкурил 3 сигареты подряд. Он ждал, что бетон треснет, что зуб вылезет наружу. Но физика победила мистику. Состав затвердел, превратившись в монолит. Андрей встал, взял получившийся кирпич. Он был теплым и тяжелым, абсолютно немым. Никаких вибраций, никаких голосов. Просто кусок камня в пластике. А теперь, Андрей зло усмехнулся, экскурсия. Он вышел из квартиры, спустился к машине, бросил бетонный брусок в багажник. Москва-река была рядом. Он знал одно место на набережной, где сейчас шел ремонт моста. Там заливали опоры. Огромные котлованы, арматура, тонны бетона. Через 20 минут он стоял у края ограждения. Внизу, в котловане, темнела свежая заливка, в которую завтра добавят еще пару самосвалов смеси. Андрей достал свой кирпич. «Привет Вадиму, если встретишь», — сказал он. «И спасибо за урок, но я сам». Он размахнулся и швырнул контейнер в темноту. Тяжелый всплеск внизу потонул в шуме ночного города. Андрей постоял минуту, глядя на черную воду и огни стройки. Челюсть больше не болела. В кармане было пусто, и в душе было пусто. Но это была чистая, звенящая пустота, готовая к заполнению чем-то новым. Он достал телефон, набрал номер. Гудки шли долго. «Алло, Андрей?» Голос Веры был сонным и тревожным. «Ты где? Время 2 часа ночи». «Вера», — сказал он,
И голос его дрогнул. «Прости, что разбудил. Я просто хотел сказать, я закончил. С делами закончил. Слава Богу!» — выдохнула она. «Мы волновались. Пашка не спал, ждал. Ложитесь. Завтра воскресенье. Я приеду утром. Привезу дюбеля нормальные. И... Вера, да? Я хочу с вами в парк сходить. С тобой и детьми. Просто погулять. Можно?» На том конце повисла пауза. А потом он услышал улыбку в ее голосе. «Нужно, Андрей. Мы будем ждать». Андрей нажал отбой. Он сел в машину. 3 миллиона все еще лежали на счету. Это были грязные деньги. Деньги Зуба. «Никите отдам половину», — решил он. «Скажу, премия за вредность. А вторую половину в детский дом переведу. Или в фонд какой-нибудь. Не нужны мне эти легкие деньги. Я свои заработаю. Руками». Он завел мотор и поехал домой. Впервые за долгое время он ехал на зеленый свет не потому, что наколдовал его, а потому, что ему просто везло. А если загорался красный, он спокойно стоял и ждал, потому что теперь ему было ради кого ждать. Прошел год. Если вы думаете, что жизнь Андрея превратилась в рекламный ролик майонеза, где все улыбаются и сидят за накрытым столом в белых рубашках, вы ошибаетесь. Жизнь — это не реклама. Андрей стоял в коридоре хрущевки, которая теперь выглядела совсем иначе. Стены были выровнены, проводка заменена, а на кухне стоял тот самый гарнитур, который он собрал своими руками. Он только что вернулся с работы, уставший, в грязной куртке, с ноющей спиной. Никаких зеленых коридоров. Сегодня он простоял в пробке 1,5 часа. Никакой пиццы из воздуха. В холодильнике был борщ, который Вера сварила вчера, и он знал, что придется греть его самому, потому что Вера укладывает младших. Те 3 миллиона, он их не потратил. Он перевел их в фонд помощи детям с онкологией. Анонимно. Никита тогда покрутил пальцем у виска, назвал его святым идиотом, но руку пожал так крепко, что чуть не хрустнули пальцы. Денег стало меньше. Расходов в 5 раз больше. Пашке нужны были брекеты, близнецам зимняя одежда, Ане художественная школа. Андрей продал свой «Лексус». Теперь он ездил на надежном семейном минивэне, в котором вечно пахло печеньем и почему-то мокрой собакой, хотя собаки у них не было. Он был выжат, как лимон. Андрей снял ботинки, прошел на кухню, сел на табуретку. Тишина. Только часы тикают. Иногда в такие моменты усталости предательская мысль стучалась в висок. А ведь ты мог бы сейчас пить коктейль на островах. Один щелчок и никаких проблем. В этот момент на кухню заглянул Пашка. Он вытянулся за этот год, голос начал ломаться. «Дядь, пап, Андрей». Парень запнулся, покраснел, но исправился. «Пап, там кран в ванной снова капает. Я пробовал подтянуть, как ты учил, но там прокладку менять надо. Поможешь?» Андрей поднял голову. Слово «пап» все еще звучало для него как орден за отвагу, который нужно оправдывать каждый день. «Конечно, боец. Сейчас, только чаю глотну». Следом вышла Вера, уставшая, с растрепанными волосами, в его старой футболке. Она подошла сзади, обняла его за плечи, прижалась щекой к его колючей щеке. «Тяжелый день?» — спросила она тихо. «Обычный», — ответил Андрей, накрывая ее ладонь своей шершавой мозолистой рукой. «Нормальный день». Он почувствовал тепло ее рук. Настоящее. Не то обжигающее дьявольское тепло жестяной банки, а живое человеческое тепло, которое лечит лучше любой магией. Он вспомнил то место на набережной. Мост уже достроили. Огромная бетонная опора навсегда похоронила в себе тайну старой Сталинки. Тысячи машин ежедневно проезжают по этому мосту, и никто из водителей не знает, что в фундаменте их пути лежит отказ одного человека от легкой жизни. Андрей встал, разминая плечи. «Ладно, где наш ключ на 12? Пошли чинить мир». Мы часто ищем магию. Ищем знаки, амулеты, счастливые билеты. Нам кажется, что счастье — это когда все получается само собой. Но стены старых домов знают правду. Они видели тысячи судеб и выучили один урок. Настоящая магия —
это не исполнять желание силой мысли. Настоящая магия — это когда ты, уставший и измотанный, находишь в себе силы встать и починить кран, потому что тебя об этом попросил сын. Настоящая магия — это верить, что твои руки способны построить счастье, кирпич за кирпичом, день за днем. Все остальное — лишь пыль в луче фонаря.